Теремок ТВ. Эй, Бип! Ты в нашу бухту приходи скорей. Всегда мы рады видеть здесь гостей. С пользой время проведешь и друзей себе найдешь. Веселье всех нас ждет. Эй, Бип! Вдаль морскую приключения нас с тобой зовут. Развлекаемся, смеемся тут. Эй, Бип! Мы заберемся на маяк и будем солнышком мечтать там. И весело Пип и Альба. играть. Приключения в соленой бухте. Новоселье. Жизнь моряка, жизнь моряка. Вот из чистого окна видна уже весна. Хе-хе. О, привет, мои матросы. У нас на маяке весенняя генеральная уборка. И еще тут вытри, Пип. О, эй, Пести! Когда моим перьям нужна чистка, я сам это делаю. Ой, прости, Хоппер. Гром и молния. Кажется, средство для мытья окон закончилось. Кто сбегает в магазин и купит средства? Я схожу, дядюшка Шкипер. И я с вами. Я тоже. Пойдем, пузырек. И, Хоппер, мне еще нужен кусок мыла. Хе-хе-хе. Кто быстрее до пляжа? Ой, подождите. Пести, нам в другую сторону. Меня просто сдуло с курса. Я знаю, куда идти. Подождите. Куда это они так бегут? Может, на перегонки? И начали, наверное, от маяка. Я обещала помочь дядюшке Шкиперу с уборкой. Пока, Франсуаза. Au revoir, дорогая. Ну, давай. Привет, Шелвис. Привет, Пести. Привет, Шелвис. А почему ты не в ракушке и что ты делаешь с русалкой? Что он съел? Немного мыла. Милая русалка, Шелвис. Прекрасная, правда? Хорошая выйдет подставка для шляп. А я не знал, что у тебя есть шляпа. Шляпы нет. Просто она будет отлично смотреться в прихожей. Она не влезет. И правда, не могу ее затолкнуть. Не волнуйся, мы поможем. Да, конечно, запросто. Не очень-то. У меня много вещей. Вещей? Каких именно? Ну, всякая всячина, чтобы было внутри уютно. Ты же там живешь, ведь так? Я жил, но теперь там столько всего, что мне не влезть. И русалки тоже. Русалки. У меня идея. Давайте найдем ракушку побольше. Да, где поместятся все твои вещи, и ты сам. Здорово! Как я не догадался. Потому что ты рак. Вы не видели больших ракушек здесь? Уверен, мы сможем найти. У меня есть труба. Ох ты! Что это? Она такая прекрасная. Это любимая вещь Пипа. У тебя и так полно всего. Разве полно? Там! То, что надо. Пойдем. Ты идешь, Элвис? Пока нет. Ракушка — это моя одежда, которой на мне нет. Примерь это. Спасибо. Привет, дядюшка Шкипер. Трешь-скребешь? Привет, тетя Твитчер. Я буду тереть скрести лучше, когда Пип принесет средства для мытья окон. Тогда ты будешь ждать его целый день. Посмотри-ка туда. Неужели морская выхухоль? Что они там делают с ракушкой? Это большая ракушка. Я знаю. Давай, Альба, отнесем ее Шелвису.
Это кто пришел? На помощь! Это что-то... Как думаешь, что это? Я не знаю. Кажется, что-то большое. И что вы собираетесь делать? Простите, мы искали новый дом для Шелвиса. Он рак-отшельник, живет в ракушке. Пусть найдет свою. Это наша. Скажи ему, Норман. У вас уже есть ракушки. Можете отдать эту Шелвису? Я не уверен. Я очень важная улитка. Такой важный моллюск, как я, должен иметь минимум 2 ракушки. Да, скажи ему, Норман. Это наш домик для отдыха. Мы отдыхаем. Будем строить замок из песка. Веселитесь. Папа, что такое моллюск? Это улитка, Обри. Почему ты так и не сказал? Нашел! Что? Где? Малыш Улитка сказал: замок из песка. Замок из песка? Мы можем построить Шелвису замок из песка вместо ракушки. Пип, хорошо придумал. Пойдем, скажем ему. Он огромный такой, с глазами как блюдца. И он кричал громким грозным голосом. И еще... Ты о ком, Хоппер? О монстре из ракушки. Это улитка. Да! Улитка? Ты испугался улитки. Такая большая чайка. Шелвис, ты хотел бы жить в замке? В замке? В замке из песка. Точно, там же поместятся все мои вещички. Минутку. Шезлонг, нет. Тумба, нет. Плюшевый мишка, нет. Штурвал. Ведро и лопатка. Что они делают, дядюшка Шкипер? Похоже, они строят замок из песка. Вот, готово! Я построил зал. О, великолепно! О, большое спасибо! Принесем сюда вещи, Шелвис. О, ух ты! Угу, сколько вещей. Вот, все тут, кроме меня и русалки. Думаешь, ему нравится? Надеюсь. Шелвис, тебе нравится? Может, потерялся? Пойду поищу его. Шелвис! Спасибо за замок, но... Да? Ему больше нравится его ракушка. А как же твои вещи? Я просто выброшу их. Как? Их же куча! Может, сходим на блошиный рынок в бухте? Там продают старые вещи. Отнесу туда свои. Только сегодня лучший блошиный рынок в Соленой бухте. Приходите, покупайте. Пип, смотри, у него есть труба, как у тебя. О, да, такая же. О, я бы тоже хотел. Может, предложишь ему поменяться? У вас есть труба? Да. Поменяете на все это? Договорились. Сокровища! Арр! О, моя милая! О, моя красавица! Огромный краб! Нет, это я! Пести! Пип, кажется, мы что-то забыли. Разве? Средства для окон. Уборка у дядюшки Шкипера. Но у нас нет средства для окон. А теперь оно у нас есть. Ты одолжишь, Шелвис? О, ну конечно. У меня нет окон.
Я принес средства для окон, дядюшка Шкипер. Слишком поздно, прошло уже полдня, Юнга. Прости, мы помогали Шелвису. Счастливый морской бриз принес тете Твитчер средства. Счастливый морской бриз, точно. Может, споем, Шкипер? На лестнице? На лестнице. О, жизнь моряка! Жизнь моряка! Наши окна будут сиять и волны отражать. Хе-хе-хе. Пока, мои матросы, приходите еще. До скорого. Пока. Путешествие на шаре. Жизнь моряка, на море я смотрю, и пену волн я вижу там, на чай пора всем нам. Что это, дядюшка Шкипер? Где это, Пип? Гром и молния. Это же Морис Моррис на своем шаре. Мистер Моррис, который управляет поездом? Да, а в выходные он летает на шаре. Он такой огромный, красный и приземляется на пляж. Хо-хо, на пляж. Пойдем скорее. Да! Что это? Он большой, красный и сейчас упадет мне на голову. Я лучше спрячусь. Он уже близко. Осторожно внизу! Шар Морриса идет на посадку! Спустить якорь! Он уже сел? Хоппер! Мистер Моррис не приземлился бы на вас. А мы играем в море волнуется. Привет, юный шкипер! Зацепи мой якорь, пожалуйста! Юный Шкипер. Вы поменьше хихикайте. О, что привело тебя на пляж, Моррис? Хочу наполнить мешки песком, а живот твоим чизкейком. Ну, тогда идем ко мне на маяк. О, да! Мистер Моррис, можно посмотреть на ваш шар, пожалуйста? Присмотрите за ним хорошенько. Ух ты! Спасибо! Но не залезайте туда без мешков с песком. Если якорь соскользнет, вы улетите, и мы вас больше никогда не увидим. Он просто шутит, так, Моррис? Я не шучу, шкипер, потому что... Нечего беспокоиться. Пойдем. Для чего это? Не трогай веревку! Выскользнет! Шар может улететь. Загляну-ка я в корзину. Не думаю, что тебе следует залезать внутрь. О, кто-нибудь поймайте шарф. Здравствуйте, мистер Трос. Добрый день, Твитчер. Прости, Пип. Он так быстро летит, не могу поймать. Помоги мне, Пип. Что такое? Не могу достать. Если я встану тебе на плечи, смогу достать. Аккуратно ставь ноги, Пип. Спокойно, Пип. Все в порядке? Пип, смотри, вы взлетаете. Пока. Нет, они улетели навсегда. Моррис, оглянись скорей. О, нет! Мой шар! Разрази меня, гром, в корзине Пип. Как захватывающе! Дядюшка Шкипер, шар улетел. Там Пип и тетя Твитчер на нем. Как же их спустить вниз, Моррис? Груз! Грусть? Нужно грустить? Нет, груз! Чтобы они сели, им нужно что-то тяжелое. Как видите, мешков с песком нет. Что-то тяжелое, что может взлететь. Птица, дядюшка Шкипер. Хоппер! О, перышки. О, смотри, Пип, там станция.
А вот площадка, тетя Твитчер. Чайка спешит на помощь. Хоппер! Я спущу вас вниз. О, как? Добавлю вес. Они не спускаются. Ух ты! О, прямо как на аттракционе. Что вы, моряки, тут делаете наверху? Я, между прочим, не моряк. А ты почему в корзине? Что-то не так с крыльями? Я добавляю вес. Мы пытаемся спуститься. Морис Моррис сказал, нужен вес. О, вес. Мы поможем, ребята. Все на борт. Хорошая мысль. Я вижу чаек на борту. А шар спускается? Ну, он стал лететь ниже, но зато быстрее. Мы летим к острову Тупиков. Пока недостаточно веса. Больше веса. Тупики. Тупик. Залезайте, тупики. Тупики здесь. Тупик здесь. Тупик здесь. Тупик здесь. Тупик на ноге. Тупик здесь. Тупик здесь. Снижаемся. Кажется, тупики им помогли. Постой, ветер изменился. Они летят к берегу. Ура! Тупикам это не понравится. Почему, мистер Моррис? Они любят свой остров. Да, и они не любят город. О, Тупик там. Тупик там. И опять вверх. Они же возвращались. Нам нужна огромная птица. Добрый день. Вы не видели Твитчер и ее такси? Мне уже пора домой. Тетя Твитчер там, наверху. Она катается. Привет, Их может спасти большая птица, мистер Трос. Ну надо же. Такая большая, как альбатрос. Я инкогнито. Они могут улететь навсегда. Ладно. Это дело для Альбатроса. Очки? Если вы не против, я предпочту оставить очки. Посторонись. Пип, смотри. Это же альбатрос. У-ху-ху-ху. Никогда раньше не видела его. Держитесь за стропы, я сяду наверх. У-ху-ху-ху. Как интересно. Как просто. Как будто высиживаю яйцо. Шкипер слушает. Шкипер, ты не поверишь. Я только что видела альбатроса. Правда, тетя Твитчер? Смотрите, как бы не врезаться во что-то. Поймал! Все в порядке. Все хорошо, тетя Твитчер? Более чем хорошо. Смотрите, А где же он? Там был альбатрос. И он нас спас, дядюшка Шкипер. Вам очень повезло, Пип. Больше не залезай в корзину воздушного шара. Прости, дядюшка Шкипер. О, дядюшка Шкипер, это была моя глупая ошибка. Улетаю. Буду учить этих птичек летать. Не забудь мешки с песком, Морис, или улетите навсегда. Это было невероятное путешествие. Я тоже улечу, если найду своего водителя такси. Конечно, мистер Трос. Вы не поверите, кого я видела. Альбатроса? А откуда вы знаете?
Соленая бухта такая красивая с высоты. Как по мне, соленая бухта из земли неплохо смотрится. Жизнь моряка, жизнь моряка. Кто-то любит на шаре парить, а я на суше и море быть. Хе-хе-хе-хе. Пока, мои юные моряки, скоро увидимся. Хе-хе-хе-хе. О, рыбные пирожки. Подождите! Фуражка шкипера. Жизнь моряка, жизнь моряка. На море синее смотрю с вершины маяка. Оу! Я вижу тебя. Привет, мои дорогие. Приходите поглядеть в мой телескоп и посмотреть вдаль. Ха-ха, вон Пип с друзьями. Да, Перси, ты водишь. Ладно, Кевин, сейчас догоню. Без шансов, я быстро летаю. Вот, Перси, поймай это. Что они делают? Не похоже на замок из песка. Привет! Разрази меня гром, кто-то пришел. Пойду посмотрю. Это лучший монстр из песка, каких я делала. Последняя деталь, чтобы закончить. Волосы из водорослей. О, и фуражка. Она моя. Отстань, чайка. А ну отдай, она моя. Смотри, что они сделали. Когда дрались за фуражку. Уверен, я где-то видел эту фуражку. Где? На голове у дядюшки Шкипера. Это фуражка дядюшки Шкипера. Пойдем, вернем ее ему. Привет, тетя Твитчер. Доброе утро, дядюшка Шкипер. Я хочу заключить с тобой сделку. Банку своего коронного имбирного печенья Мои любимые. в обмен на рецепт твоего фруктового торта. Очень вкусно. Это честный обмен, Твитчер. Страница 438. Заварю нам чайку. Будет вкусно с печеньем. 1 или 3. Кевин, лови. Эй, это не ваша фуражка. Будешь играть, Хоппер? Нет, я пришел за фуражкой. Лови. Хоппер посередине. Мне! Перси, О, ты плохо кинул. ты помалкивай. Скорей! Они уронили фуражку дядюшки Шкипера. Эй, ты это видел? Она движется. Я не буду ее поднимать. Ладно, я подниму. Где это я был? О, Элвис, так это ты был под фуражкой. Ну, как мне идет? Тебе нужна новая панамка, Билли. Не нравится. Примерь эту. Нет, ужасная. Может быть, эту с забавной мордочкой? Перси, ну опять. О, нет, Билли, это не подходит. Стойте! Нам она нужна! Чайки такие грубые. О, мы снова не успели, Альба. И она смотрелась потрепанной. И она будет выглядеть еще хуже, если мы ее не отнимем. Не могу догнать. А вы поймали ее? Мы теперь ее никак не достанем. Почему бы и нет? На наших скутерах! Прыгай, Пести! Поехали! Держи фуражку крепко, Кевин. Не раскрывай Что? клюв.
Что такое? Летающая тарелка, здорово! О, что случилось? Фуражка. Как странно. О, кто-то или что-то ее потерял. Осторожно! А? О, почти въехали. Мы почти в вас врезались, профессор. Это моя вина. Я не смотрела по сторонам. О, у вас фуражка дядюшки Шкипера. Шкипера? Она свалилась с неба. Я как раз ее искал. Что происходит? Сначала я подумала, что это летающая тарелка, но это фуражка, упавшая с неба. Фуражка дядюшки Шкипера. Ее украли чайки. А мы пытаемся ее вернуть. Поняла. Думаю... Фуражка дядюшки Шкипера там, они летят к морю. Хоппер, ты единственный, кто может полететь за ними. Давай! Ха, ты, наверное, шутишь. Ты видел, какие высокие эти скалы? Бедный дядюшка Шкипер, он так расстроится. Все равно кто-то ее уронит рано или поздно. Нам просто нужно быть рядом в этот момент. Думаю, я могу вам помочь. Как? У меня есть маленькая шлюпка. Отлично, профессор. Все на борту? Все на борту! Вперед! За фуражкой! Есть, капитан Пип! Ты их видишь, Пип? Да! Они летят в юго-западном направлении. Нужно поднять парус, Альба. Поднять паруса! Давайте, чайки, уроните эту фуражку. Вкуснятина! Спасибо за печенье, тетя Твитчер. А тебе спасибо за рецепт, Шкипер. Кстати, ты выглядишь иначе. Почему? Ты без фуражки. До встречи. До встречи! Я без чего? А? Где моя фуражка? Уверен, я надевал ее утром. Лови, Перси. О, нет. Ну опять. О, лети и подними. Почему я? Ты же ее снова уронил. Нет, я не буду. Хотя она упала на тупика. Тупик фуражки. Так смешно. Кто хочет есть? Я тоже. Давайте поедим. Они улетели без фуражки. Где же она? Земля, капитан Пип! Я вижу! Где? 3 тупика вниз и 2 направо. Новая фуражка, тупик? Большая тупик. Моя фуражка тупик, как будто я стал выше. Простите, можете отдать нам нашу фуражку, пожалуйста? Вашу Фуражка фуражку? тупика. Фуражка тупика на тупике. Но на самом деле это фуражка дядюшки Шкипера. А кто нашел, того и фуражка. Не вы ее нашли, она вас. Давайте поменяемся. Обмен тупик на что? Альба, дай бумагу. Смотрите, тупики. Отличная фуражка для особого тупика. О, Пип, это так умно. Тупику нравится, а меняемся. Наконец-то. Фуражка тебе. Фуражка вам. О, тупик, она тебе так идет. Как раз для тупика. Она желтая, тупики. Спасибо, Хоппер. Наконец мы спасли фуражку. Но в ней столько дыр. Ой-ой, что же дядюшка Шкипер скажет, когда увидит ее? Вы нашли мою фуражку. Хо-хо, спасибо. Надеюсь, с вами ничего не произошло, потому что у меня есть фуражки про запас. Дядюшка Шкипер, сколько же у тебя капитанских фуражек? О, дай подумать, около 17, 18, 19, 26. У Шкипера не может быть слишком много капитанских фуражек, уж я-то знаю. Значит, мы ее зря спасали весь день. О, надеюсь, поиски фуражки не испортили вам настроение. Нет, дядюшка Шкипер, нам так понравилось. О, да, это
Это было блестяще. Мы строили монстры из песка. И я гнался за чайками. И мы ехали на А я скутерах. был на лодке и понял, Стоп, минуточку. Мне все это очень интересно, но... Давайте сначала выпьем теплого молока с печеньем. Оу, жизнь моряка в компании друзей. С чашкой теплого молока печенье всегда вкусней. Хе-хе-хе. Всем пока-пока. До скорых встреч. На пляже. Оу, жизнь моряка, как же много водорослей теперь на берегах. Хе-хе-хе. Дядюшка Шкипер! О, хе-хе. Здравствуй, Пип. Что принесло сюда твой корабль? Ты слышал, что прошлой ночью была гроза, дядюшка Шкипер? И в море были огромные волны. Очень хорошо слышал. В море был настоящий шторм. Было очень страшно. И, возможно, он нанес какой-то ущерб. Я проверю лодку. Вы со мной? Есть, дядюшка Шкипер! Да, дядюшка Шкипер! О, какая беда! Какая беда! Как она выглядит, тетя Твитчер? О, корабль в порядке, Шкипер. Дай-ка взглянуть. Оу, разрази меня гром. Вы посмотрите. Что-то сломалось, дядюшка Шкипер? Да, винт погнулся, как проволока. Корабль будет плавать? Нет, надежды нет, Пип. Тетя Твитчер, подбросишь меня в центр города? Мне нужно купить новый винт. Конечно, дядюшка Шкипер. Пойдем, мое такси неподалеку. А что нам делать, дядюшка Шкипер? Ну, а вы пока посмотрите, что волны вынесли на берег. На пляже всегда можно найти что-то интересное после шторма. Отличная мысль, дядюшка Шкипер. Пойдем, Альба. О, подожди. Подождите, постойте. О, Держитесь подальше от края воды. Не то вас может смыть большой волной. Хорошо, дядюшка Шкипер. Пип, Альба, вы знаете, что прошлой ночью был шторм? да, Хоппер. А вы ходили на пляж? Там столько всего. Мы хотим посмотреть. Дядюшка Шкипер сказал, что на пляже всегда можно что-то найти после шторма. А вы видели Пести? Сегодня нет. О, надеюсь, море его не унесло куда-нибудь. Он же краб. С ним ничего не будет. Эй, посмотрите. Ах, просто старая коляска. Фу, вонючие водоросли. Эй! О, я нашла старое кресло. Моток старой веревки. Хоппер, что ты делаешь? Лопаю. О, люблю лопать пузырьки. На помощь! Привет, Пип! Помоги! Я застряла! Смотрите, это Мэрил. Мэрил? Что русалка делает на пляже? Мне тоже интересно. Пойдем. Кто поможет бедной русалке? Мэрил, как ты сюда попала? Ты же живешь далеко в море. Я пыталась уплыть от шторма, но огромная волна подхватила меня и принесла сюда. Ого! А теперь я не могу вернуться в море. Прилив никогда так далеко не заходит. Так что придется тебе ждать следующего шторма. Но это так долго. А мои чешуйки высыхают. Придется их поливать водой, чтобы блестели. Дядюшка Шкипер точно знает, что делать. Он еще не скоро придет. Нужно что-то самим придумать. Мне нужна вода. Мне нужно обратно в море. Какой большой. Ты гений, Хоппер! А? Водоросли! Точно! Альба, бери сколько можешь. Хоппер, ты тоже бери и несите сюда. Есть, Пип! Подожди! Зачем вам водоросли? Увидишь. Сиди здесь. Ай, а у меня что, есть выбор? Привет, Альба. Ты не видела Пести? Сегодня нет, Шелвис. Спасибо. Альба, у меня есть план. Подходи к Мэрил. Нашел старого друга.
Он застрял в водорослях. Не застрял, а прятался. Ха, прятался. Так я тебе и поверил. Я тебя нашел, Пести. Видишь, я говорил. Теперь я прячусь. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А что вы будете с этим делать? Положим тебе на хвост, чтобы он был мокрый. Водоросли! Ага. Пип, как хорошо. Да, еще, пожалуйста. Кладите Мэрил на хвост. Я скоро вернусь. Почему он не помогает? Помогает, смотри. Должно сработать. Эта штука? Мы посадим тебя сюда и отвезем к морю. Ну, тут не на чем сидеть. Да, сейчас будет. Подожди немного. Я захвачу ту старую веревку. Старую веревку? Чтобы тащить коляску. Отличное кресло для русалки. Выглядит ненадежно. Давай, Мэрил, залезай. Это невозможно. Она шатается. Твоя штука с пузырьками, Хоппер. Положи ее на сиденье. О, только не мою штуку. Хоппер. Ладно, я кладу. Ого. Ну что, неплохо. Гораздо лучше. Едем. Привязали. Все, тащим. Тянем, ребята. Тянем, ребята. К морю. Тянем, ребята. Тянем, ребята. К морю. Пип, помни, что сказал дядюшка Шкипер? Не подходи к краю моря. О, да. Может подойти большая волна. Хоппер, ты можешь полететь над морем? Попробую. Не сдавайся, Хоппер! Тебе не хватит сил. Здесь нужен краб. И рак-отшельник. Тянем, ребята. Я никогда не вернусь в море. Привет! Кто это? Вам нужна помощь? Морской котик Джонаси. Хоппер, дай веревку Джонаси. Есть, Пип. Джонаси, попробуй затащить Мэрил на коляске в море. Будет сделано, Пип. Тяни, Джонаси, давай тихо. Тяни, Джонаси, Мэрил, плыви домой. Спасибо, Джонаси. Спасибо, Пип. Спасибо вам всем. Альба, нельзя оставлять коляску в море. Но как нам ее вытащить? Извините, еще раз. Да, Джонаси. Морской котик вам поможет. Посторонись! О, посмотрите на него. Ха, хорошо сработано. Ура! Извините, у меня тут проблема. Как мне вернуться в море? Эй, Пип! Хорошо провели день. Да, дядюшка Шкипер, но у нас проблема. Да, я вижу. А что Джонаси делает в коляске? Он спасал Мэрил, а теперь сам застрял. Веревка привязана к коляске. Да, дядюшка Шкипер. Отлично! Разойдись! Тетя Твитчер, полный назад! Есть, дядюшка Шкипер! О, это даже лучше, чем серфинг. Есть! Дядюшка Шкипер, не забудь про коляску. Конечно! Увидимся на маяке! Я прокатилась в карете. В карете? Я думал, это старая коляска. И правда.
Так что, вы сегодня спасали Мэрил? Да, дядюшка Шкипер. Ха-ха, думаю, вы заслуживаете пирога. На самом деле мы все заслуживаем. Тетя Твитчер, окажи честь. Говорите, кому кусочек пирога? Мне, пожалуйста. Хе-хе-хе. Жизнь моряка, спасли русалку Мэрил и заслужили пирога. Хе-хе-хе. Вы же не будете подходить к большим волнам. До скорого, мои матросы. Пока. Пикник. О, жизнь моряка, какой же сегодня чудесный день. Ну-ка, с колена слезай. Ну опять. Что опять? О, я опять застрял на острове Тупиков. Пришлось лететь обратно. Хоппер, слезь с колена. Да. Летать не лучшая идея, когда боишься высоты. Тебе нужно было родиться кротом, Хоппер. Кротом? Почему? Они живут под землей. И морковки. Тебе нужно было стать морковкой. Да, съел бы сейчас сочную морковку. Не знал, что чайки едят морковь. Или булку, или банан, или что-нибудь вкусненькое на букву «Б». А вот и она. Что-то, что начинается с «Б»? Нет, кто-то, кто начинается с «А». Альба! Привет, Пип! Привет, дядюшка Шкипер. Здравствуй, Альба. Что привело тебя сюда? Большие бобы. Большие бобы? Что-то еще на «Б». 2 «Б». Вы играете в слова? Нет, это все Хоппер. Он голодный. Я тоже. В таком случае давайте пойдем на пикник. Пикник! Отлично! Люблю пикники! Ну что ж, тогда решено. Нужна корзинка. И еда. И на чем сидеть? И еда. Может, складной стул для дядюшки Шкипера? И еда. Пойдем, собираемся. Ну, хорошо. Что мы хотели взять с собой, Пип? Корзинку. У меня нет корзинки. Эй, Пип, я знаю, что подойдет. Мой старый сундук. Да, как раз подойдет, дядюшка Шкипер. О, да, сюда можно положить столько еды. Нужно еще посмотреть здесь. Ну, посмотрим, что у нас есть. Одеяло, то, что нужно. И складной стул. Ну, как раз хотел выбросить весь свой хлам. У нас же пикник, а не блошиный рынок. Дядюшка Шкипер, вряд ли вы сможете здесь сидеть. Тут нет сидения. Где же оно? Может, оно здесь? Хе-хе-хе, моя старая пижама прохудилась, так что я сшил себе новую. Очень полосатая, дядюшка Шкипер. Но на чем ты будешь сидеть? О, мой старый сундук отлично подойдет, Пип. Ай, выпустите. Ой, прости. Ты там спишь, что ли? Нет, я пытаюсь выбраться. Хоппер. Хоппер. О, ну, стало темно, и я подумал, уже ночь, и я заснул. Мы все еще идем на пикник? Да, идем. Мне нужно... У нас есть одеяло. И корзинка. Ну, вроде. И что-то похожее на стол для меня. Это тряска, ну, хватит. Так что еще осталась еда. Верно мыслишь, Чайка. Нельзя пойти на пикник без еды, так ведь? Пип, сходи, пожалуйста, к мадам Эклер и купи сосисок и пирожков. Есть, дядюшка Шкипер. О, а еще нужно купить яблок и бананов и фруктовый сок. Альба, а ты зайдешь к миссис Финн за этим, хорошо? Есть, дядюшка Шкипер. А я тем временем сделаю нам бутерброды. Мы скоро вернемся, дядюшка Шкипер.
Пойдем, Хоппер, заглянем к мадам Эклер. Извините, Пести, что ты там делаешь? пытаюсь вылезти. Хо-хо, ладно, давай помогу тебе. Ой, спасибо. О, спасибо, мадам Эклер. Пикник – это вовсе не пикник без сосисок. Пикник? О-ла-ла, вы собираетесь на пикник? Да. Хотите пойти с нами? Но нет, мои волосы, если промокнут, будут выглядеть как половая тряпка. О, вроде дождя не должно быть. Так же? Но нет, утром по радио сказали, что сегодня будет дождь. Ладно, надеемся, он пойдет позже. Пока, мадам Эклер, и спасибо. До скорого, Пип. Хочешь, я понесу продукты? Не нужно, Хоппер. Хочу, чтобы мы донесли до дома полную сумку. Вот, держи, Альба. Мои лучшие яблоки. Знаешь, как говорят, кто по яблоку в день съедает, тот у доктора не бывает. А я говорю, без вкусного яблока не бывает пикника. Нет, вы же не идете на пикник? Идем. В такой день? Да, но... Тогда возьмите дождевики. Ты видела небо этим утром? Да, я думала, оно ясное. А я нет, Альба. Скоро начнется дождь, вот увидишь. Спасибо, что предупредили, миссис Финн. И за яблоки. Пока. Пока. Хорошего вам пикника. И она сказала, что пойдет дождь. Будем надеяться, что не пойдет, Пип. Миссис Финн сказала, что сегодня утром было пасмурное небо. Ладно, ладно. Вот что, миссис Финн увидела небольшое облачко в небе и сказала, что будет дождь. А я вот так не считаю. Я думаю, лучше сделать бутерброд с вареньем, чем со мной. Прости, Пести. Все готово? Все готово. Думаю, можно поплыть на другой берег на утке-шлюпке. Рядом с обсерваторией есть отличный пляж. Хорошая мысль, дядюшка Шкипер. О, жизнь моряка, жизнь моряка. На пикник мы все идем, на утке-шлюпке поплывем. Это же моя песня. Да, но Пип поет ее гораздо лучше. Ладно, кажется, погода будет хорошей. Скорей, Хоппер! Ха-ха-ха, какие они смелые. Начинается дождь, так что нужно мне скорее идти. Прячься под зонтик, я доведу тебя до дома. О, мерси, мадам Финн. У них все сосиски под дождем промокнут. Может, здесь? Неважно, я голодаю. О, ладно, бутерброды есть с вареньем, есть с сыром и с огурцами. Сыром и огурцами? Мне, пожалуйста. Есть с сыром и салатом, есть с сыром и... Дождь! Нет, с дождем я не делал. Что? Дождь идет, дождь! О, нет! Нет! Не хочу мокрые бутерброды. Спасибо большое. Я хочу! Давайте устроим пикник на автобусной остановке. У меня другая идея. Давайте устроим подводный пикник. Мы что, намочим бутерброды? Мы не промокнем. Хе-хе, молодец, Пип. Это же просто замечательная идея. О, да ладно, дождик никому не повредит. Подождите! Ну, конечно, отличная идея. Заходите все. Мокрая чайка залетает. Ты был прав, а я ошибся, Пип. Подводный пикник совсем не мокрый. Спасибо, профессор Иди.
Это прекрасно. О, да не за что, Пип. Кому бутерброд с сыром и огурцами? Мне, пожалуйста. Ты уже 5 съел. Да, но 6... Как вкусно. До ровного счета. Вот что я называю настоящим пикником. О, жизнь моряка, жизнь моряка. Смотри, у нас пикник с тобой сегодня под водой. Эй, пока, ребята! Скоро увидимся! Озвучено по заказу CLS Media. Роли озвучивали Александр Коврижных, Антон Савенков, Евгений Вальц, Татьяна Шитова и Елена Греб. Песню исполняет Марианна Савон.